Постановка дыхания – это азы. Специально для того, чтобы вам было удобнее понять и запомнить, я разделила технику вдоха и выдоха на две разные темы. И неспроста. Так уж случилось, что вокруг певческого вдоха ведется масса споров. В мировой практике существуют разные техники вдоха, например, техника взятия дыхания грудью. Чувствуете, когда я беру дыхание грудью? Конечно, это очень красиво, но у меня поднимаются плечи вверх. Попробуйте, поднимите плечи вверх. Чувствуете, как вот здесь и здесь сразу происходит зажим? Это никуда не годится. Еще есть метод взятия дыхания реберно-диафрагмальный. Невероятно популярен у нас в стране. Когда нижняя часть ребер немножечко раздвигается, опускается диафрагма, вы берете дыхание. Здорово, но, на мой взгляд, не очень применимо на практике. Если мы хотим быть выносливыми, и танцевать, и петь, и при этом еще и крутить фуэте, и все на свете, то, конечно, лучше распределять свою вокально-дыхательную нагрузку. А сделать это возможно только если вы берете дыхание животом. Итак, учимся делать правильный вдох. Найдем пупок. Нашли. Опустите ладонь вниз. Вот так. Край ребро ладони – это та самая точка, где будет ваша опора. Но про опору я расскажу чуть попозже. А теперь просто повыпячивайте туда-сюда живот. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Конечно, не очень красиво, но это полезно. Туда-сюда, туда-сюда. Главное, следите за плечами. Посмотрите на меня и на мои плечи. Видите, они идут немножечко даже вниз. Посмотрите еще раз. Не торопитесь. Смотрите. Когда вы это освоите, подойдите к зеркалу, посмотрите, что делают ваши плечи. Это очень важно. Правило номер 1. Плечи никогда, ни при каких условиях не должны идти вверх. Первое упражнение – качалка. Мы только что его на самом деле делали. Нашли пупок, опустили ладонь вниз и повыпячиваем ладонь туда-сюда, животом. Во! Во! Не пытайтесь выпячивать здесь. Здесь нечего выпятить. Пупок, ладонь вниз, туда-сюда. Это упражнение называется качалка. Давайте сделаем минимум 8 раз. 1, 2, 3, 4. Получается? Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4. Вот и 8 раз. Попробуйте еще раз. Еще раз 8 раз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отлично. Следующее упражнение – чаепитие. Представьте себе, что вы будете сейчас пить чай, горячий чай из блюдца. С таким звуком будете брать дыхание. Как будто вы сёрпаете. Вот так. Теперь положите ладонь от пупка вниз ладонь. И одновременно выпятите живот вперед и вдохните, как будто пьете горячий чай из блюдца. Попробуйте. Еще 4 раза. Отлично. Надеюсь, у вас все получается. А теперь давайте возьмем короткий вдох, как будто вы обожглись. И тоже животом вперед. Заметьте, живот, когда вы берете дыхание, выпячивается, а не втягивается. Выпячивается. Пупок, ладонь вниз, обожглись. Остро. Попробовали? Получается? Теперь сделаем цикл 4 по 4. Вообще-то это элемент из гимнастики Великой Стрельниковой. Это очень полезно. Вообще просто даже в жизни, не обязательно, когда вы поете или просто говорите, или, может быть, я не знаю, может быть, вы педагог и ведете лекции. Это тоже очень полезно. Итак, обожглись 4 раза. Показываю. Сначала полный выдох. Куда вы начали уже делать? Не надо. Смотрите на меня. Еще раз сначала. Я знаю, что вы начали делать. Получается? Еще 3 раза. 4 по 4. Выдох.
Вы заметили, что вы очень хорошо слышите мой вдох и почти не слышите выдоха. Однако я выдыхаю, и вы должны выдыхать. Если у вас не получается сделать это беззвучно, сделайте это так. Но лучше, чтобы мы слышали ваш вдох и не слышали выдоха. Еще 2 раза. И последний раз. Если у вас не получается так быстро, как у меня, ничего страшного, сделайте медленнее. Только прошу вас, сделайте 4 по 4, или 6 по 4, или 8 по 4. Вы можете увеличивать сколько вам угодно, только делайте четное количество раз. Специалисты и сторонники всех школ вокального мастерства едины в том, что касается певческого выдоха. Он должен быть долгим, управляемым, нюансированным и на певческой опоре. Сейчас я вам покажу, как это примерно выглядит. Но на самом деле это, конечно, фокус. И сразу у вас так, быть может, не получится. Но я надеюсь, что к концу нашего курса вы сможете так тоже. Сначала выдох. Теперь вдох. Я поджала немножечко пресс внизу живота и сейчас начну выдыхать. Представляете, сколько дыханий во мне поместилось? На самом деле это ничего сложного. Как только мы выпятили живот вперед внизу живота, мы освободили нижнюю долю диафрагмы, и воздуха зашло просто больше. Вот и все. А дальше я выдыхала на опоре. Таким образом, мой вдох был нюансированным, долгим и на певческой опоре.